Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим крем Шарлотт. Этот крем хорошо держит форму и прекрасно подходит для украшения капкейков, пирожных, тортов, для наполнения эклеров или трубочек. Готовится несложно из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Но несмотря на простоту приготовления, у многих этот крем не получается. На экране перечислены частые проблемы, которые могут возникнуть в процессе приготовления крема Шарлотт. Это видео поможет избежать ошибок в будущем. Первым делом подготовим все ингредиенты. В небольшую кастрюльку с толстым дном или сотейник вливаем молоко. Можно прямо из холодильника. Теперь добавляем желток и тщательно перемешиваем. И только теперь добавляем сахарный песок. Немного перемешиваем и ставим на плиту. В креме Шарлотт по ГОСТу мало яиц, но много сахара. Большое количество сахара позволяет кипятить яично-молочный сироп, и он при этом не сворачивается. Но если бы мы сахар сразу засыпали на яйцо, то оно бы свернулось. Поэтому важно смешать сначала яйцо с молоком, а уж потом добавить сахар. Иначе вы рискуете получить крупинки желтка в самом начале приготовления. Несмотря на такую большую концентрацию сахара, у некоторых сироп все же сворачивается. Чтобы этого не происходило, не пытайтесь уменьшить количество сахара. На небольшом нагреве прогреваем сироп до полного растворения сахара. Когда крупинки сахара растворились, доводим сироп до кипения. И варим 2-3 минуты после закипания. Как видите, сироп у меня кипит, но яйца не сворачиваются. Но нагрев можно сделать поменьше, чтобы не было такого бурного кипения. Очень важно правильно сварить сироп, чтобы он не был слишком жидким. Иначе при смешивании с маслом крем расслоится. Но и переварить сироп тоже нельзя, так как он будет слишком густым и будет стремиться к засахариванию. Переливаем сироп в отдельную емкость и накрываем его пищевой пленкой в контакт. Даем полностью остыть до комнатной температуры. По мере остывания сироп еще немного загустеет. Очень важно, перед взбиванием все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры. И масло, которое нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно согрелось, и сироп, который нужно остудить на кухне на столе при комнатной температуре. А также важно понимать, что любой масляный крем – это эмульсия из масла и сиропа. Само по себе масло – это тоже эмульсия. Оно приблизительно на 20% состоит из жидкости. Если масло растопить, эмульсия распадется. Поэтому важное правило заключается в том, что масло для крема должно быть размягченным, а не растаявшим. Если вы начнете вливать теплый сироп, масло, конечно же, растает. В подходящую посуду кладем мягкое сливочное масло, добавляем ванилин или ванильный сахар и взбиваем до бела минут 7. Масло должно побелеть и увеличиться в объеме. На моем миксере 5 скоростей и турбо я взбиваю на 4. Затем понемногу по 1 столовой ложке добавляем остывший до комнатной температуры сироп, каждый раз хорошо перемешивая. Как я уже говорила, крем – это эмульсия, и она образуется в определенных пропорциях. Если слишком много жидкости, масло на каком-то этапе просто перестанет с ней взаимодействовать, и получится расслоившийся крем, кусочки масла в сиропе. Именно поэтому важно правильно сварить сироп, чтобы он не был слишком жидким, и масла хватило для эмульгирования. И наш крем Шарлотт готов. По желанию крем можно ароматизировать коньяком или добавить какао. И в заключение еще раз пройдемся по правильной последовательности действий при приготовлении крема Шарлотт. Достаем из холодильника масло за час или два до приготовления. Если поздно достали, можно нарезать кусочками, чтобы оно быстро согрелось. Но не нужно разогревать его в микроволновке. И, конечно, для удачного и вкусного крема нужно брать вкусное и качественное сливочное масло. Жирностью не менее 82%. Смешать тщательно молоко с яйцом или желтком, в зависимости от того, что вы используете. И только потом всыпать сахар. На медленном огне при постоянном помешивании добиваемся полного растворения сахара. И варим, помешивая до закипания. После закипания кипятим 2-3 минуты. Остужаем сироп до комнатной температуры, накрыв пленкой в контакт. Взбиваем масло миксером до побеления и увеличения в объеме. Добавляем сироп небольшими порциями, каждый раз тщательно взбивая. В конце добавляем алкоголь и прочие ингредиенты, если это требуется по рецепту. Готовый крем получается гладким, блестящим и легко соскальзывает с венчиков.
А я желаю, чтобы и ваш крем-шарлот получился удачным. Он отлично хранится, его можно оставить в холодильнике на несколько суток под пищевой пленкой или крышкой. И ничего с ним не станет, он не потеряет ни свой вкус, ни аромат, ни текстуру. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.